Более 2000 сотрудников столичного метростроя остались без зарплаты. Перебои с выплатами случались и раньше, деньги выдавали не в полном объеме, но люди хотя бы получали на руки прожиточный минимум. В этот раз все обстоит иначе. По словам бухгалтерии, на счетах предприятия 0 рублей и 0 копеек. А с учетом специфики производства сотрудникам даже не светит увидеть часть зарплаты в виде консервов или другой продукции по бартеру, как это часто бывает на убыточных белорусских предприятиях. По контракту расчет должны были произвести еще 25 марта, но по слухам его стоит ожидать в период до 2 недель. Такая срочка особенно больно ударит по семьям с детьми, которые живут от зарплаты до зарплаты. Отметим, что проблемы на метрострое начались еще в прошлом году, когда из-за отсутствия финансирования было частично заморожено строительство третьей линии метро. Наиболее затратные работы отложили, но все же строительство хоть как-то продолжалось. Сейчас ситуация ухудшилась. Это очередной пример того, как работает лукономика. Как говорится, денег нет, но вы продолжаете строить светлое будущее. Сделал подсечку и начал душить конвоира. Такое обвинение легло в основу нового уголовного дела на 16-летнего Никиту Золотарева, подростка с эпилепсией, которого осудили на 5 лет лишения свободы за участие в протестной акции. По мнению следствия, мальчик, весящий 45 килограмм, сумел одолеть профессионально обученного сотрудника СИЗО. Безусловно, тут возникает вопрос, кого же набирают в конвоиры. Либо это совсем доходяги, либо, что более вероятно, давление на Никиту решили усилить столь диким образом. Отметим, что дело Золотарева широко освещалось в СМИ. Известно, что подростка били и пытали в СИЗО, после чего он сутки провел реанимации, куда не пустили его отца. Помимо этого, Никите отказываются передавать жизненно важные лекарства, которые он должен принимать каждый день. Все это выглядит как месть родителям мальчика за их непримиримую позицию и стремление придать огласке все нарушения в ходе процесса. Интересно, как спится сотрудникам СИЗО, у которых, очевидно, тоже есть дети, когда они выполняют преступные приказы и издеваются над больным ребенком. Байпол обнародовал очередную аудиозапись, сделанную в конце августа на совещании ГУВД Мингорисполкома. Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми полковник милиции Александр Сазонов, который совсем недавно на главном телеканале режима стал лицом пропагандистского фильма, очерняющего силовиков, перешедших на сторону народа, говорит достаточно интересные вещи. Исходя из них, хочется верить, что понимание происходящего у Сазонова все-таки есть. Больше заряжает оптимизмом то, что о протестующих на аудиозаписи говорят сами сотрудники милиции. К примеру, участников акции они не хотят называть оппозицией, так как против большинства, значит, это уже не оппозиция, а государство. Не обошлось и без критики работы сотрудников ОМОНа, которые без разбору хватают всех подряд, используя насильственные методы. Как сказал сам Сазонов, разве празднично одетые люди с цветами в руках, БЧБ и накрашенными губами несут какую-то угрозу? Но их тоже задерживали, били, а кадры появлялись повсюду, и неудивительно, что такое бесправие очень разозлило белорусов. Имеется на аудиозаписи подтверждение того, что в помощь ОМОНу брали тетушек, цель которых была выявлять главных кукловодов, которые дают команды вставать в сцепку. Сазонов также признает, что участники марша никогда не били сотрудников милиции, потому что протест белорусов носит исключительно мирный характер. Такие сливы лишний раз доказывают, что в рядах силовиков все же есть адекватные люди, выступающие против насилия, и хочется верить, что на сторону народа перейдет большинство, и у режима уже не останется никакой защиты от правосудия за все его преступления. В прошлую субботу, после того, как в телеграм-каналах появилась информация о протестном марше, режим поднял по боевой тревоге всю наличную бронетехнику и силовиков. Бойцы на славу постарались отработать свои чаевые от диктатора. Хватали всех, кто попадется под руку. Так, одним из задержанных стал доставщик еды, который даже не подозревал о готовящихся акциях и просто направлялся выполнять заказ. Парня в красной форменной жилетке компании «Меню Бай» схватили у станции Пушкинская. Видимо, у силовиков сработала команда ФАС на незарегистрированный цвет одежды. Как итог, доставщик оказался в суде, где ему предъявили участие в несанкционированном массовом мероприятии. Якобы он стоял возле людей с БЧБ флагами и фотографировал происходящее. Еще в телефоне у него нашлись подписки на экстремистские телеграм-каналы. Задержанный этот факт отрицал и настаивал, чтобы суд сам убедился, что в его телефоне только рабочие контакты. Однако суд эту просьбу проигнорировал. Примечательно, что в день задержания пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отчиталась в своем телеграм-канале о том, что в столице и регионах не было зафиксировано ни одной протестной акции. Впрочем, эта нестыковка не помешала суду приговорить курьера к штрафу в размере 60 базовых величин.
Милиция принуждает рестораторов подключать свои заведения к платформе Кипат, разработанной компанией Синезис. А удовольствие это, надо сказать, не дешевое, почти 104 рубля в месяц. Если на каждом объекте в Минске будет подключена хотя бы одна камера, суммарно на обслуживание этих камер можно будет заработать более 27 тысяч рублей. И это только в столице. Учитывая то, что объектов, попадающих под критерии подключения к системе в Минске и регионах тысячи, прибыль компания за это получит приличную. А МВД сможет таким образом упростить себе работу по слежке за белорусами. Напомним, в декабре прошлого года ЕС признал компанию Синезис способником режима Лукашенко в преследованиях гражданского общества Беларуси и внес ее в санкционный список. Чтобы избежать санкций, Синезис часть своих компаний переименовала и продолжила сотрудничество с режимом. Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко объявил о начале акции экономического протеста. По словам политика, в настоящее время все, на чем держится режим, это наши с вами деньги. Стало быть, чтобы покончить с нелегитимной властью, белорусы должны забрать этот спасательный круг. Поэтому Латушко предложил ряд простых шагов. Во-первых, необходимо снять все деньги с банковских карт и повторять это действие каждый раз в день зарплаты, стипендии или пенсии. Во-вторых, необходимо переводить рубли в валюту, оставляя только необходимый для жизни минимум. В-третьих, нужно забрать все депозиты из банков, пока режим вас не опередил. Как отмечает руководитель НАУ, только наступление по всем фронтам и прежде всего по самому главному экономическому сможет переломить хребет режиму. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!